И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 25 февраля, а мой второй обзор будет посвящен развитию событий на фронтах Украины. Вы знаете, события сегодня идут очень динамично, развиваются буквально стремительно. И, собственно говоря, к ним мы и переходим. На южном фланге пока меньше всего информации, тем не менее есть информация, что российская колонна таки действительно идет на Николаев и стоит уже в ближайшие часы ожидать ее на подхода к городу. Также идут сообщения о том, что российская колонна подходит к Бердянску, правда пока еще сообщение о том, что в виде сообщений, в виде подтверждения, этому пока нет. Но я думаю, это тоже не за горами. А вот на Донецком направлении достигнут серьезный успех. Очень похоже, что фронт под Волновахой прорван. И я так понимаю, уже в считанные часы начнется эвакуация Мариуполя. Потому что обрушение фронта в Волновахе и, соответственно, заход с тыла крымской группировки, удержание города теряет абсолютно любой военно-стратегический смысл. Тем более, что в городе находятся боевики Азова, самая лакомая добыча для донецкого ополчения. И очевидно, что именно эти люди попадать в плен уж точно не хотят. Их живыми точно не оставят. Также на северном фасе Донецкого фронта под Луганском тоже пошла информация об оперативном прорыве фронта на глубину до 10 километров. И я так понимаю, что действительно те утренние сообщения о том, что некоторые части 57-й бригады сдаются в плен, все это говорит о том, что 57-я бригада, все, фронт ее прорван, и дальше Луганское теперь ополчение идет на север. Новости из Харькова. По уточненным данным, харьковская группировка ВСУ мобилизовала всю технику, которая есть на харьковских предприятиях. А хочу сказать, что Харьков является главной базой по ремонту украинской бронетехники. То есть та бронетехника, которая была повреждена, она попадает на харьковские заводы и дальше отправлялась раньше на фронт. Я так понимаю, что с учетом того, что на улицах Харькова появились и ремонтные эвакуационные машины, то есть явно группировка ВСУ мобилизовала все, что только можно. Видно на улицах города даже 203-мм гаубицу «Пион», несколько систем реактивных залпового огня. И прикрываясь мирным населением, группировка ВСУ упорно пытается удержать город. Почему? Здесь у меня есть очень интересная версия. На самом деле российские войска спланировали заходить именно через Харьков. И невозможность пока обеспечить транзит российских колонн через город здорово мешает россиянам. Именно по этой причине, с учетом той информации, которую я получил из СУМ, российское командование в целом пересмотрело свои планы. И свой второй стратегический эшелон оно начало вводить по другой дороге. Причем часть из них зашла в восточнее Харькова и сегодня развивает успешное наступление через Купянск и далее на Изюм. А вот вторая, основная группировка пошла севернее. Вы знаете, когда мне сегодня позвонили из Сыроватки, мои знакомые, бывший офицер запаса, и сказал: Юр, я такого еще не видел. А этому человеку я полностью доверяю, я знаю его много лет. Говорю: что ты видел? Он говорит: я видел огромное количество техники. С Краснополя через Сыроватку, дальше в обход Сум на запад, шли, говорит, целые бригады. Говорит, более 1000 единиц бронетехники. Танки, самоходная артиллерия, БМП и так далее. По моим данным, через Сыроватку за ночь вошел целый корпус. Ну и, собственно, если мы посмотрим на карту, то есть дальше понятно, что произойдет. Когда этот корпус развернется, он устремится к Днепру. И я думаю, в течение следующих 2 суток выход на линию Днепра более чем вероятен. Скажем так, он становится абсолютно неизбежным. И также пошли сообщения о том, причем еще вчера вечером пошли сообщения о том, что российские воздушно-десантные войска подняты по тревоге и взлетают, уходя в направлении Гомеля. Сегодня огромное количество российских техники воздушно-десантных войск движется с Гомеля на юг. Очевидно, что это будет второй стратегический эшелон, который будет введен на правом берегу Днепра, на том плацдарме, который был создан вчера, и он обеспечит развитие успеха в этом направлении на правобережной Украине. То есть дальше будет поход на Житомирскую область, на юг Киевской области. И за это время, я так понимаю, российская группировка сможет взять уже и Николаев, и Одессу, и даже Кривой Рог. Основные силы, то есть остатки вооруженных сил Украины на Донбассе попадут в полное окружение. То есть вчера вечером Россия начала вводить второй стратегический эшелон для развития тех успехов, которые были достигнуты 24 февраля. То есть все сообщения, которые сегодня идут, говорят именно об этом. То есть на самом деле сегодня российское наступление будет еще, наверное, более стремительным, как минимум в районе Сумской и Харьковской областей. Поэтому ожидайте следующих выпусков. Единственное, что сегодня еще хочу упомянуть, знаете, забыл в предыдущем выпуске сказать, очень интересная картина наблюдалась вчера ночью в Сумах. Когда была попытка произведена зачистки Сумского гарнизона в стенах военного училища, сумские городские власти работали полностью в унисон с российскими военными. То есть есть у меня подозрение, я давно подозревал, что сумские власти, они всегда перейдут на сторону победителя. Есть у меня все-таки подозрение, что тот ультиматум, который был выдвинут сумскому руководству, он им был принят. Потому что вчера ночью, то есть сегодняшней, вернее, ночью, сумские городские власти работали полностью в унисон с российским командованием. То есть город Сумы полностью перешел, по сути, под новую власть. И ни о каком сопротивлении внутри города серьезном речи уже не идет.
Даже на уровне городской администрации. Очень важные на самом деле замечания. И вот это то, что я хотел сказать именно сейчас. Ждем развития событий. Я думаю, что выпусков сегодня будет очень много. Все, на этом пока все. Ставим запятую. Ну и как я сказал чуть раньше, ждите следующего выпуска.